Привет, я все еще в Лондоне. В этом выпуске я наконец-то вас познакомлю с нашим новым SEO Koto, займусь биохакингом и поделюсь, как всегда, новостями наших проектов. Для тех, кто здесь первый раз, меня зовут Михаил Рогальский, я со-основатель Монобанка, самого быстрорастущего необанка в мире, сооснователь SEO Koto, нашего британского финтех-проекта, и совладелец клуба Смартес в Киеве. На этом канале я рассказываю об этих проектах, обсуждаю новости и общаюсь с интересными людьми. Ну а пока я нахожусь в Лондоне, у меня появилась возможность заниматься еще одним хобби. Это биохакинг. Я не могу сказать, что я очень серьезно к этому отношусь, но мне очень любопытно все, что касается статистики и все, что касается измерений состояния здоровья. Например, в прошлом году я на 2 недели вживлял себе датчик, который измеряет уровень сахара, для того, чтобы определить, от каких продуктов он поднимается быстрее, какие плавно поднимают уровень сахара в крови. И на прошлой неделе я узнал сразу о 2 стартапах, которые помогают квантифицировать или делают новый подход к тому, как люди могут следить за своим здоровьем. И, конечно же, их сразу хотел протестировать и делюсь этими результатами с вами. Одно из преимуществ жизни в Лондоне в том, что можно пробовать услуги разных стартапов, о которых до этого ты только читал на TechCrunch. И один из таких стартапов называется Срива, такое себе название на русский язык, но суть его следующая. Вам раз в 3 месяца приходит домой набор для забора крови из пальца. Вы делаете этот забор, отправляете по почте свою кровь в их офис, и дальше вам в приложение приходят результаты анализа с предписаниями, каких витаминов вам не хватает, на что стоит обратить внимание. И вы будете после каждого такого анализа видеть динамику своих показателей, все это в приложении, красиво. Я такое очень люблю, поэтому я заказал у них пакет для этого теста. Вот как он выглядит. Такая небольшая коробочка. И сейчас мы вместе с вами ее посмотрим. Я, если честно, ее еще даже не открывал. Так, смотрим, что здесь. 1, 2, 3. Простая инструкция. Салфеточка. Лейкопластырь вот такой. 2 контейнера для крови. 1 желтенький, 1 фиолетовый. Штучки для прокалывания пальца. Тут их, кстати, 3. Протираем палец. Смотрите, какая штука. Я так понимаю, что надо будет нажать. Прокол. Уберите детей от экранов. Так, стоит это делать эффективнее. Так, не могу сказать, что вокруг ни капли мимо. Немножко забрызгал всю кровью. Но ничего. Все ради видеоконтента. Нужно пару раз перевернуть для того, чтобы кровь смешалась с тем, что хранится в крышечке. Кстати, здесь, видите, есть какая-то внизу желтая жидкость, которая не смешивается с кровью. Ну, допустим. Так. Делать все как надо. Теперь нужно подписать эти пробирки. Так, сегодня у нас... Чувствую, что делаю что-то не так. Где инструкция? После того, как я подписал пробирочки, для них есть специальная упаковка. Вот такая. Складываем в нее. Так, и все это складывается вот в такой вот специальный конвертик. И теперь просто в любой почтовый ящик можно это кинуть. Фух, чувствую, что поиграл в больницу. Так, но это еще не все. Кроме стартапа, который меряет, чего вам не хватает в организме, есть еще стартап, который вам это может дать. Компания называется Nourish. И они мне прислали вот эту посылку пару дней назад. Все ждал, чтобы ее вам показать. Что делает эта компания? Ух ты. Этот стартап делает витамины, которые сделаны специально для вас, и присылает вам коробку с этими витаминами на месяц. Процесс выглядит следующим образом. Вы заходите на сайт, и среди 30 или 40 разных витаминов и добавок вы выбираете те 8, которые попадут в вашу таблетку, и получаете вот такую вот коробку полную таблеток. Этих таблеток должно хватить на месяц. И получается, что если вы вначале сдали анализ, который вам сказал, чего вам не хватает, а потом заказали эти таблетки, это как раз идеальная комбинация. Давайте попробуем, какие они на вкус. Значит, в моей таблетке есть D3, цинк, кальций. Так, выглядит это как мармеладка. Такой мармелад в сахаре. Помните из детства? И на вкус, и по
Баконсистенция — это просто мармелад в сахаре. Конверт, на котором написано Open Me, D3, цинк, K2, мака, Q10, что-то вишневое и выжимка из имбиря. Кстати, вкус имбиря чувствуется. Я считаю, что это невероятно круто. Это очень близко к тому, как я себе представлял будущее, когда тебе в одной таблетке приходит сразу все, что тебе нужно. Она еще и вкусная. Вот такие вот стартапы есть в Британии. Концовочка такая себе. Хочешь попробовать? Мать, ты знаешь, что я подумала, что Q10, по-моему, только женщинам дают. И от стартапов чужих к стартапам родным, Кото. Как вы знаете из прошлого видео, у нас поменялся CEO. Джон больше не работает в компании. И здесь нужно ответить на вопрос, который часто задают мне, почему мы нанимаем внешнего CEO. И это не потому, что мы считаем, что внешний CEO будет управлять компанией лучше, чем могли бы мы. Дело в том, что местный регулятор выдвигает достаточно жесткие требования к тому, кто может возглавлять финансовую компанию. И одно из главных требований – это наличие опыта работы в местной финансовой среде. Для того, чтобы человек, который занимает должность CEO, хорошо разбирался в местном законодательстве. И, к сожалению, сейчас никто из нашей команды, ни я, ни кто-либо другой не может просто удовлетворить этим требованиям. Поэтому нам первое время нужно полагаться на внешнего управляющего, который будет помогать нам проходить все дебри местного законодательства и лучше понимать, что же все-таки хочет регулятор и как мы должны адаптировать свой продукт под местный рынок. И для того, чтобы вы узнали нашего нового CEO Роба поближе, я записал с ним небольшое интервью. Rob Ascott. Rob is our new CEO. So, could you please first describe in a couple of minutes your career path and what you were doing before joining Koto? My background is in engineering. I followed my dad's footsteps there. I went to university in Bath, in the southwest of England. Beautiful city, good university. One of the best engineering places in the UK, and I loved it. I loved how tactile it was. I loved working with products. But at the time in the UK, really, engineering was on the decline. Didn't pay very well. There were jobs. They weren't great jobs. I really wanted to come to London, so I came and joined Anderson Consulting, which was one of the big five accounting firms at the time. I had a great time there, working in technology projects around tax. Loved the technology, didn't love the tax. Right. But I spent 8 years working there. Did some quite cool things. I did that kind of work for Anderson and then later for Deloitte and also for KPMG. It was good fun, but do you know what? I wasn't in love with tax as a subject matter. Nobody ever set up a business because they thought, I really, really want to not pay tax. So I then took a bit of time out, about 18 months, set up, it was a time when my wife and I were having our kids. We have 2 kids, a boy and a girl, and I really wanted to spend a good time with them when they were very little. Something that would be like really hard to digest for people in Ukraine. So you were able just to have a 8 months break, both you and wife, and just spend with the kids. And how you did it financially? We knew from quite a way out that we were going to do something like this. That we were going to take this time off, and so we saved up. And when you live in London, working in the city, Misha, I can tell you because Misha does this. When you work in London, you have a lot of discretionary spend. You spend a lot of money that you don't really need to on restaurants and bars and clothes and stuff like that. And we really cut down our spend. We significantly reduced what we were spending. We lived on our savings. It was always obvious that we was going to have to work at some stage, and I didn't really want to not work. I found this job that was sort of up the road, not far away, in a little credit card business that hadn't been running for very long, but it had about 500,000 customers, called Vanquis Bank. And I thought that sounds interesting. And there was a little technology job running in the operation. After your 8 months sabbatical, 18 months. 18 months sabbatical, you actually start your career from start? Yeah, absolutely. So if you want to measure success in pay, which is a pretty crude way of going about it, but yeah, I didn't start from the bottom, okay? But I was in a senior manager role at Deloitte, and I went to a middle manager operational role. In terms of pay, it was in broad terms half
what I'd been on before, but I always thought of it as a zero-up game. Yeah. Okay, if your current pay is zero, then £40,000 is a lot more than zero. So I wasn't really worried about what I've been doing previously. It was more about, you know, a sense of satisfaction. So tell about where do you live now, and what's this around now? How it was back then? We knew we wanted to move to somewhere that was where we had a bit of land. We looked at all the places pretty much in England. Really? So we were very, very flexible on location. And in the end we went to Kent, which is southeast of London. There's not much space southeast of London, so it's easy to find on a map. We went and saw everywhere in Kent that had a 4-bed house with some land that we could afford, and I think there was something like 8. You know, it wasn't hard. It was like, these are the 8 properties you can possibly move into. Go and see which one you like best. Where we ended up, we're super lucky because when we moved there, the train connection into London took an hour and a half, and there's now a really, really fast high-speed line into London. It takes 35 minutes. So actually, this was not by design. You know, when we moved out of the city, we thought there's no way we're going to work in the city again, and now my wife and I both work in the city. So how wrong were we? But there's high speed there and everything, so that which is great. I mean, when we moved out to the country, we couldn't get broadband for the first several years. When we did get broadband, it was I think 1 megabit. Right. Now we can get about 15 megabit. Ooh. You know, so. Things are getting better. It's right in the middle of nowhere, you know, where we are. There's no phone signal. Don't phone me when I'm on my mobile when I'm at home. It will not ring anywhere in the house. There is no chance of it ringing. Okay. I would say most of the properties around where I live won't take Apple Pay and Google Pay. So some businesses are still only taking cash. Okay. I went to a cafe the other day that would only take cash, but it is. A much more rural lifestyle. So you moved to the country, in the middle of nowhere, with 2 small kids. Yeah. Without any neighborhood, any restaurants around, any civilization. I mean, it's exaggeration to say no civilization. So we have a neighbour on one side. Oh, okay. Okay. Right. And on the other sides is fields. And you started growing your small farm, right? Yeah, I found a guy who lived 30 kilometres away who had a load of rare breed pigs, and we found a guy who lived in the west of England who ran courses about pig keeping. So we went on a course about how to keep a pig, and we bought some pigs to start our small holding from this guy in. Who lived a few miles away. Yeah, we just bought some. How many? We've got some space. It's not a massive amount of space. We had a few sows. The sow is the female pig, and you would keep those. They were sort of pets, right? And then they would have a litter, and they'd have a litter of say 8 to 10 piglets, and then you'd grow them on until they were a bit bigger, and you'd either slaughter them or you'd sell them on to other people. We had 8 sows at one point, and 8 sows will have 2 litters each. It goes through peaks and troughs, doesn't it? But at the peak, you're talking about having 60 pigs running around. Rob, thank you very much for this talk. And to finish on a higher note, Rob here is not only our CEO now, but he's also our first real customer in Koto. Yesterday, Rob was the first who onboarded and opened Koto account. So from now on, we can say that we are officially live. We are full steam ahead, and we waited for this moment. You are not here long enough. I feel like a cheat for being the first customer, because there are other people who have contributed more over a longer period of time. But I tell you, even though I've only been here for 2 months, it doesn't matter that it's me. It could have been anyone, right? Yeah. But being in the business when you launch the product, you book the first customer, those are the proudest moments of your career, I think, when you do those kinds of things. Those are the things that you remember and you tell people about. Yeah, and I told my kids that we'd put the first account, and they were excited. And why should they be excited? Because they don't know, but they were really excited too. So that was a super proud moment. I'm really looking forward to booking the first customer that isn't an employee, that we don't know, right? Yeah. Having the first person call in, and all of those first moments. Okay, let's go book another 10 customers. Thanks, man. Ну и традиционно последняя рубрика моего выпуска – новости Монобанка.
Тан-тан-тан-тан-тран-тан-тан-тан. В эфире новости. Я бы с удовольствием поменял музыку на этой заставке, но только эта музыка ассоциируется у меня с новостями. На этой неделе не так много событий прошло в Монобанке, но есть пару вещей, о которых я хотел рассказать. Первое, мы подвели итоги сборов благотворительного кэшбэка на Кураж Базар. За октябрь месяц мы собрали 1 150 000 гривен. Огромные деньги, спасибо вам, что участвуете. Ребята из Кураж Базара делают очень правильные, добрые дела с помощью тех денег, которые вы им передаете. Не останавливайтесь. Давайте собирать еще больше. Только на прошлой неделе мы радовались вехе в 1,5 миллиона пользователей Монобанка. Как сегодня у нас снова радость. Мы преодолели рубеж в 5000 новых клиентов за день. Мы поставили себе такую цель где-то полгода назад и очень ждали этого дня, когда на дашборде засветится цифра. Сегодня это произошло, поэтому прямо с утра у всех радостное настроение. А я хотел бы вернуться к предыдущему выпуску и к вашим комментариям. Во-первых, я обещал разыграть 15 платиновых карт. И не переключайтесь, в конце будут имена победителей. Но, как вы уже поняли, я очень сильно люблю анализировать цифры, и ваши комментарии под предыдущим видео не исключение. Я решил разбить их на категории, чтобы понять и сделать какую-то статистику, что же все-таки привлекает клиентов в Монобанке. И на первом месте причина, которую можно назвать приложение. Сейчас, секундочку, мне кажется, так будет не очень эффективно. Так, на первом месте самое большое количество комментариев, как всем можно назвать приложение. Туда входит и то, что вы писали про простоту, про дизайн. И это все 1/3 комментариев, она касалась приложения. Второй пункт – это то, что я объединил под словом поддержка. Это все, что касается клиентоориентированности и поддержки. Третья категория – это кэшбэк. Кэшбэк 12% назвали причиной, почему не любят Монобанк. Дальше пошли уже фичи, такие как Shake to Pay, награды, команда 4% и депозиты. Много комментариев по поводу того, что очень нравится смотреть, как капают проценты на депозиты. Я тоже очень это люблю. Ну и много других приятных вещей, они попали в прочее. Там есть и безопасность, и код. Ну и, как и обещал, 15 участников этой битвы комментариев получают платиновые карты, вот их ники. Еще раз спасибо всем, что пользуетесь Монобанком. Напишите, кстати, в комментариях, как вы стали клиентом Монобанка. Вам порекомендовал друг или вы пришли из соцсетей. Мне очень интересно узнать историю каждого о том, как он узнал о Монобанке. Ну а выпуск уже подошел к концу. Пока!